Ну-с, чем я могу быть вам полезен? Всем привет, народ! Сегодня у нас на обзоре очередной ударный гайковерт, аккумуляторный, соответственно, бренд Шидоку, модель G1000. Приехал, как всегда, в таком вот классном кейсе. О данных кейсах я уже не раз упоминал в своих обзорах. По-моему, даже кейсы от Шидоку я тестировал, садился, как говорится, и становился. То есть отличные, прочные кейсы. Вскрываем и смотрим, наблюдаем. Все переложено вспененным полиэтиленом. Ну и вот такой вот у нас комплект. Значит, первым делом встречает нас инструкция. Гайковерт аккумуляторный, 1000 ньютон на метр, G1000. Вот так вот все в цвете, бренд Шидоку. И инструкция на русском языке. Вот видите, все в красках, в цвете, все отлично. Ну и как всегда, множество различных предупреждаек, вот, которые у нас были всегда у Шидоку. Здесь имеется QR-код, перейдя по которому вы попадете на службу поддержки, если вдруг кому, не дай бог, это понадобится. Ну и вот такой у нас комплектик. Значит, два аккумулятора. Второй, друзья, аккумулятор я уже предварительно разобрал, дабы вам продемонстрировать. Вот поэтому имеем два аккумулятора на 4 ампер-часа, довольно в хороших корпусах. Все дело прорезинено. Имеется кнопочка сбоку вот здесь индикации. Ну и также индикация проверяется нажатием данной кнопки при установке на инструмент. Имеется вот штырьковая зарядка тоже, то есть заряжаем как и кому нравится. Отличный корпус, отличный, как говорится, аккумулятор. Так, зарядное устройство салазкового типа, брендировано Шидоку. Здесь, что сказано, тоже Шидоку, 2 ампера. Вот такая вилочка. Ну, все, в принципе, по стандарту. В наборе имеется 3 головки, к ним мы обязательно сейчас вернемся. Ну и вот такой вот гайковерт. Друзья, все буквально было упаковано в пупырчатые целлофановые пакеты. То есть все просто замечательно. Обещал я вам вернуться к головкам. Почему так? Какое внимание я им хочу уделить? И почему хочу уделить? Значит, смотрим. В комплекте 3 стандартные головки 17, 19, 21. Есть в комплекте, конечно же, штифт и резинка для крепления наших головок, собственно говоря, к шпинделю инструмента. Это понятно, но меня поразил вес данных головок. Здесь не указано ни хром-молибден, ни хром-ванадий. Ну, буквально нигде не указано. Как я не смотрел, не искал, ни на одной из головок ничего не указано. Но вес, опять же, меня очень сильно поразил. Почему поразил? Потому что берем весы. Включаем. И вот, допустим, берем головку а-ля ударную хром-ванадий, которым я тоже, в принципе, благополучно пользуюсь. Но ставим на весы и смотрим вес. Получаем 124 грамма. Берем головку на 21 из неизвестного металла, ставим на весы, получаем 243 грамма. То есть почти в 2 раза больше, чем эта голова. Конечно, вы скажете, что здесь проточка, здесь часть металла убрана, но даже если мы добавим сюда тут часть металла, то мы не получим 240 там этих с копейками грамм, как в этой головке. Можем сделать сравнительное взвешивание двух головок, это на 19 и, соответственно, моей, вот именно хром-молибден на 18. Ставим, получаем 218 грамм и получаем 18 головку 221 грамм. Вот. Ну, почему больше весит 18, нежели 19? Потому что в моей немножко толще стенки. Вот. Поэтому я делаю такой вот вывод, без экспертизы. Ну, как говорится, мое субъективное мнение, что это у нас хром-молибден. Ни в одном наборе я никогда не встречал вот таких головок. Все время были вот такие вот головочки хром-ванадий. Ну, как бы они и подешевле. Так, теперь опять включаем весы, сразу делаем контрольное взвешивание аккумулятора. Получаем 656 грамм, второй аккумулятор взвешивать не буду, так как он у меня полностью разобран. Взвешиваем сразу же гайковерт, чтобы все это дело не забыть, я обычно забываю, 2040 грамм. Ну и кому уж совсем интересно, давайте сделаем взвешивание полностью инструмента в сборе, ну правда без головки. 2 килограмма 690 грамм, довольно-таки увесистая штуковина получается. Так, по гайковерту, по сборке вообще претензий 0. То есть весь наш корпус, как всегда,
полностью металлический. Единственная задняя крышка, которая является опорой подшипника ротора, у нас выполнена из пластика. А так все буквально металл. Подгонка, я бы сказал, что-то близко к идеальной. То есть вообще нигде даже палец шва не чувствует, не цепляется. Момент есть такой маленький вот на этих вот. И то еле-еле ощущается. Вот эти вот переходики здесь. А так по сборке вообще никаких претензий. То есть корпус у нас желтый, пластик, все, что черное, это резина. В руке лежит очень классно и удобно. В принципе, вы сами видите, что вот такого форм-фактора инструмента у меня на обзоре уже как бы было много. Заявил на себя довольно с неплохой стороны. Да, друзья, и поскольку в прошлом я видео спрашивал у вас, разбирать ли мне в дальнейшем такие вот, будем говорить, знакомые инструменты, один человек написал разбирать, один человек, грубо говоря, написал не разбирать. Поэтому в этом видео разбирать мы ничего не будем. Ну вот, посмотрим и перейдем сразу к тестированию. Единственный момент, на который я хочу обратить внимание, это очень тихая работа данного гайковерта. Ни одного гайковерта с такой тихой работой, наверное, еще на обзорах не было. Итак, у нас третья скорость, максимальные обороты. Включаю, слушайте. Очень-очень тихая работа. Просто замечательно. Не знаю, как он будет в работе, но вот в холостую он звучит просто как музыка. Опять же, имеется довольно яркий светодиод подсветки. Режим блокировки. Вот. Ну и, соответственно, реверс. У нас идет постоянная скорость. Если мы нажмем кнопочку здесь, у нас загорится точка. И это скорость с автостопом. Все работает замечательно. Значит, на закручивание мы имеем 3 скорости. Первая скорость. Вот первая скорость. Смотрим, сколько у нас есть ступеней. Огромнейшее количество ступеней. Вторая скорость. Тоже огромнейшее количество ступеней. Ну и давайте уже посмотрим и послушаем на вот третью скорость. Тоже огромнейшее количество ступеней. Имеется небольшой ход шпинделя, как вы могли наблюдать. И теперь займемся, конечно же, чем? Измерением оборотов. Берем, включаем наш тахометр. И, соответственно, читаем, что у нас здесь заявлено. Ух ты! От 0 до 4200 оборотов в минуту. Ну, конечно же, ни в одном гайковерте таких скоростей не было и быть не может. Максимальная где-то там 2200, 2200, что-то в этом роде. От 2 до 2200. По-моему, в 267-м 250 было, что-то в этом роде. Количество ударов 4800 ударов в минуту, опять же, не проверим. Ну и максимальное усилие 1000 ньютон на метр, что мы с вами благополучно, я так понимаю, проверим. Так как у меня цифровой динамометрический ключ рассчитан на усилие 1000 ньютон. Ну а теперь займемся скоростями. Итак, включаем первую скорость. И, наверное, мы с вами, поскольку у нас не заявлено оборотов по скоростям, промеряем вот при помощи моей головочки на 18 минимальное количество оборотов первой скорости. Поехали. Ой. «252 оборота». Повторять не буду, так как это все дело очень долго продлится, наше видео. Так, теперь максимальная скорость, максимальное количество оборотов первой скорости. — 1430. Ну что ж, врубаем вторую скорость. Меряем минималку
второй скорости. И мы видим все те же 250 плюс там оборотов. 251, 252, 253, видите? Максимальное количество оборотов второй скорости. — 1720. Ну и переходим к третьей скорости. Смотрим минимальное количество оборотов третьей скорости. То же самое, видите, 252, 253 оборота. То есть на всех трех скоростях изначально малое количество оборотов равняется 250. Ну а теперь максимальное. Поехали. Вот 2072 там оборота имеем. Ну и теперь давайте мы промеряем все-таки еще разок контрольный, чтобы все, чтобы в этом убедиться. — 2080 оборотов вместо заявленных 4200. Ну, как всегда, китайцы с этими этикеточками наколдовали что-то. Ну и хочу напоследок нашего обзора на столе показать вам, есть ли память у нашего инструмента. Для меня лично это очень важно. Значит, смотрим третья скорость. Давайте мы переключим на первую. Вот это поработали, сняли аккумулятор, сделали разрядку, одели аккумулятор и смотрим. У нас горит первая скорость. Просто шикарно. Давайте еще эксперимент. Вторая скорость. Снимаем аккумулятор. Разрядка. Установка. И поехали. И горит у нас вторая скорость. Чем это для меня, допустим, хорошо и важно, что есть память скоростей в инструменте. Допустим, таким инструментом, довольно таким мощным инструментом, я хочу открутить там какой-то болтик на 8, допустим, либо гаечку. Я его, конечно же, откручиваю, допустим, на первой скорости, ставлю гайковерт, какую-то работу произвожу и обратно все собираю. Так вот, некоторые инструменты имеют такую наглость, переключаться на максимальный режим оборотов. Вот как болгарка, допустим. В болгарке это супер. А здесь, если он переключится, я это не замечу, то есть я начну его зажимать и просто сорву ему там башку, либо резьбу. Поэтому для меня память это как бы важная характеристика. То есть поработали на первой, поставили, взяли и работаем на первой. Так, все, с гайковертом пока все. Давайте смотреть на аккумулятор. Аккумулятор в разборе у нас выглядит следующим образом. То есть пластик довольно такой неплохой. Вот две картонки боковые я сюда положил. Здесь тоже довольно неплохой пластик. Как я уже упоминал, все это дело обрезинено. Ну и вот такая вот плата. На плате установлено 3 шунта, один из которых 3 миллиома и 2 остальных по 4 миллиома. 4 мосфета. Все это залито вот такой вот жидкой изолентой, компаундом. То есть светодиоды залиты прозрачным силиконом. Вся плата лаком не покрыта. Конечно же, это небольшой минус. Вот эта кнопочка имеется для проверки индикации, когда мы нажимаем кнопку съема аккумулятора из инструмента, либо установки. Ну и вот так все это дело выглядит. Здесь припаян термодатчик. Все проверено. Туда плывут концы. Ну а как-то он там дальше устроен, я уже, извините, не подниму плату, не посмотрю. По элементам. По элементам тоже, друзья, я не вижу, что это за бренд, что за маркировка. Вижу только 18650, 2000 мА, 3,7 вольта, 7,4, по-моему, там будет ватт-часа. Вот, и аккумуляторы 25 года. По сварке. Вот так все у нас приварено. В принципе, довольно-таки неплохо. По 4 точки. Здесь та же картина. И давайте, наверное, мы с вами займемся измерением. Вот, лучше, чем разбирать инструмент, разбирать я его уже не хочу. Мы с вами сделаем всю эту такую проверочку. Итак, замеряем
напряжение, соответственно, и сопротивление вот прямо на плате на этих силовых контактах. Смотрим, 50 миллиом, 20,74 вольта. Довольно неплохие показатели. Теперь делаем замерение на силовых контактах, которые подключаются непосредственно в инструмент. И мы здесь получаем 54,7 миллиома. Ну и напряжение все остается тоже. Ну а теперь давайте смотреть по параллелям. Итак, первая параллель. Мы имеем 8,5 миллиом, 4,15 вольта. 8,5 миллиом. Это получается у нас 17 миллиом на элемент. Если мы отбросим сопротивление платы, там, допустим, этих всех ламелей, мы получим порядка 15 миллиом. Что довольно-таки неплохо для аккумуляторов. Смотрим следующую параллель. Получаем 8,2 миллиома. Ну и опять же 4,15 вольта. Следующая параллель. Так, что я куда влез? 8,4 миллиома, 4,15 вольта. Дальше следующее. 8,4 миллиома, 4,15 вольта. И следующая параллель. 8,8, ну у меня здесь показала миллиома. Ну и 4,14 вольта. Будем так говорить и называть. И эти показатели довольно-таки неплохие. То есть мы видим, что баночки все сбалансированы. Довольно неплохо. И по сопротивлению тоже все как бы отлично. Проведем тест на емкость. Значит, у нас аккумулятор с неизвестными ячейками, по крайней мере мне, не нашел я даташита. Поэтому ставим в обычном режиме, как всегда и везде тестируется в основном ячейки, а это 0,2C ток. Поэтому на весь аккумулятор у нас получается 0,8 ампера. Собственно говоря, мы с вами это и установим. А давайте установим 1 ампер. Пускай будет 1 ампер. Вот. И будем сливать до 12,5 вольт. До конца. То есть 2,5 вольта на ячейку. 12,5 вольт. На борту 20,8 вольта. Погнали. Итак, зарядка, вернее разрядка у нас окончена. Слили мы с вами 3562 мАч. Вот. Но есть тут большое но. Только что пришел, сел на стул и смотрю, еще там в районе 20 минут она должна разряжаться. Вот. И показывала 15 вольт на борту. Давайте, наверное, сделаем сброс и посмотрим напряжение. Так, здесь, конечно же, ерунду показывает. Вот, уже восстановилась до 16 вольт. А показывала 15 вольт. Поэтому на ячейках заявленные 4000 мАч есть. А, соответственно, плата защиты на аккумуляторе сработала на 15 вольтах. Вот. И у нас в остатке 2,5 вольта. Если мы сольем с 2,5 вольт, у нас примерно и будет этих вот 400 мАч. Все, друзья, на столе мы с вами все посмотрели. Опять же, я его разбирать сегодня не буду. Еще раз скажу, что написал в прошлом видео, спросил у людей. Один написал разбирай, второй написал не разбирай. Вроде бы как бы вам это все дело пофиг. Раз вам пофиг, то разбирать не будем. Мы все знаем, что он, как и что он собран. То есть собран он внутри на 4 таких демпферах резиновых, что немножко должно по логике снижать вибрацию. Ну, честно говоря, по работе я этого особо не ощущаю, не замечаю. Может быть потому, что надо все быстро делать и особое внимание не обращаешь. Вот. И сейчас начнут, думаю, писать, что почему не разобрал, не показал. Вот поэтому я вас прошу, пишите, разбираем, либо не разбираем. В будущем инструмент знакомого исполнения. Если что-то будет незнакомое, интересное, конечно же, буду разбирать. Все, идем тестировать. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. Приступаем к тестированию. Значит, смотрите, 650, мне просто настройка здесь есть. Вот я установил на ключике. 650 ньютон, чтобы не перестраивать. 650, 800 и 1000 сделаем. И будем с вами все это дело крутить. Погнали.
Все через подставку. Так, руками доверну. Так, вот эта гаечка 650 ньютон. Поехали. Чуть-чуть не хватило. Ну вот, 598. Немножко дожать. Есть. 652 ньютона. Летающая камера сегодня будет тоже. 652 ньютона. Так, следующее у нас 800. По графику будет память. Ищем 800. Ой, 650. Так, память. И погнали из... Да что ж такое? Так, 700. 800 ньютон. Делаем сброс. Сброс. Погнали 800. Так, гайка опять не дожата. До земли. Опа. Есть. 803 ньютона. Опа, сброс произошел. Друзья, 803 ньютона. Может быть, вам даже немножко было и здесь видно. Не буду я уже тут показывать. Или давайте покажу. Вот напишите опять. Да ты опять обманул, да не верим. Поэтому будем давить. Так, уже 805,5. Пришлось передавить немножко. Ну, вот будет такая летающая камера сегодня, наверное, целый день. Но что сделаешь. Так, и ставим 1000. Ой, так. Блин, в перчатках кнопки не жмутся. О! Да что ж ты будешь делать? 1000 ньютон. Сброс. И третью гаечку на 1000 зажмем. Опять недожатая гайка. Так. Так, за раз не получается. Значит, друзья, покажу вам, каким рычагом я все это делаю. Чтобы вы не думали, что там у меня какая-то палочка маленькая, что я там не тяну. Вот одна. И вот кусок трубы. Почти 2 метра. Даже не запикало. 791 ньютон пока. Вот такое усилие. Ух ты.
Блин, нехватка. 960. Ой, вот вам и 1000. Так, чтобы не сбилось показание. Камера летит и показывает вам. Фу, 1012,8 ньютон. Ну, немножко переборщил. Ну, по-другому никак. Сами видели, как я тянул. Блин, запыхался. Фу. Ну, а теперь что? А теперь давайте попробуем через прибор. И, наверное, попробуем сразу 1000, пока у нас аккумулятор целый. Что у нас получится? Цепляю к приборчику аккумулятор. Фух, так. Головку. Ну и вот на одном примере я покажу вам ток. Если не возьмет, тогда будем с вами сбрасывать. Так, режим откручивания. Так, вот так будет вам, наверное, видно. Хоть что-то в этой камере, да? Так, дайте я сюда, наверное, камеру поставлю. Вот так. Чтобы как-то был и гайковерт виден. Так, ну что, поехали. 1000, сколько там? Грубо 15 ньютон. Ура! Ура! Постучал долго и упорно. Значит, максимальный ток у нас был какой? 51,6 ампера. 51,6 ампера. Все, теперь я отключаю прибор. Все мы с вами как бы посмотрели. И давайте смотреть остальные. Ну, в принципе, остальные должен-то он взять. Но уже без этого прибора, так как очень, друзья, неудобно все это дело показывать. 1015 ньютон он взял. Теперь 800 ньютон. Есть. Ну и 650, конечно. Конечно же есть. Ура! Малыш, ну не малыш, но он справился. Так, теперь будем тестировать на откручивание, сколько он может. Значит, давайте тест. Первая, вторая, третья скорость на зажатие, на закручивание. И вот этот вот винт, болт, вернее, шпилька с левой резьбой. Посмотрим, сколько он может, соответственно, открутить. Для этого меняем аккумулятор на совершенно новый, заряженный. Хотя и этот абсолютно, как видно, не просел. Вот надо мерять тестером. Первым делом, что мы с вами сделаем? Мы, наверное, с вами тест на откручивание попробуем. Сколько у нас наш гайковерт сможет открутить. То бишь, зажать болт с левой резьбой. Шпильку, извиняюсь. Держим по 10 секунд каждый режим. Опять же, считаю в уме, поэтому какая-то разбежка там должна быть в показаниях. Десять. Так, теперь у нас идет на закручивание третью скорость. Поставим максимальную, зажмем вот этот вот болт. Тоже 10 секунд. Есть. Вторая скорость. Ой. Вторая скорость. Надеюсь, видно. 10 секунд.
И первая скорость 10 секунд. Все. Ну, а теперь будем с вами измерять. Значит, эта гайка на зажатие у нас пойдет, то есть откручиваться будет. И будем смотреть, сколько у нас покажет ньютон. Так, у нас ключик на 1000. Ну вот делаем просто сброс. И будем зажимать. Так. Подставочка сюда ляжет. Или не ляжет. Ну вот как-то так. Тоже буду давить медленно, плавно, чтобы по максам у нас все это дело посмотреть. Поехали. Видите, таким рывком все это дело сорвало. И мы получили 826,1 ньютона. 826,1 ньютона. Отлично. В принципе, довольно отличный результат. Так, теперь займемся теми болтами. Для этого все это дело снимаем. Ключик нам надо переставить. Вот как-то так. Делаем сброс. Хотя, друзья, сброс можно не делать. Да что ж ты не жмешься в перчатках? Сброс можно не делать в этом ключе, так как он все равно начинает отсчет как бы с нуля. Вот при зажатии уже там да. Так. Вот так. И тиски повернем сюда. Итак, третья максимальная скорость в режиме зажатия. Поехали. Что нам там показало? Ой, так. 667,5 ньютона. Так, где тут тень? 667,9. Это у нас третья скорость зажатия. Едем дальше. Так, минус 1,6 ньютона, но я сброшу на всякий пожарный. Вот минус 0,4. Вторая скорость зажатия. Поехали. Сколько? 580,6 ньютона. Опа, сбросилась. Надеюсь, вы успели посмотреть. Так, ну и первая скорость. Делаем тоже сброс. Минус 0,1. Смотрим, что да как нам покажет первая скорость зажатия гайковерта. Поехали. $410,5. 410,5 ньютона. Итак, друзья, сегодня вы вместе с Дедом Морозом, то бишь со мной, провели тест данного гайковерта от бренда Шидоку, который в свою очередь полностью оправдал свои заявленные характеристики в 1000 ньютон на метр. Там я зажал сколько? 1012,8. Немножко перебор, но он, конечно, с трудом постучал, но, будем откровенны, он с этим полностью справился. Вы сами видели все это дело, тем более, что я вот эти все тесты стараюсь без всяких вклеек, монтажей и вырезок
показывать, то есть целиком как есть, чтобы люди сами все видели. Вот. Ну а тем людям, которые покупают себе гайковерты, мощные, более мощные, менее мощные, вот, хочу сказать одно, опять же предупредить, что, друзья, конечно же, колеса вы им свои откручиваете, но никогда не зажимайте колеса вот такими вот мощными гайковертами. То есть вы что сделаете? Вы купили гайковерт, побежали сразу тестировать на автомобиль. Ну, во-первых, перед тестом надо обязательно дозарядить аккумулятор до конца. Вы колесо, конечно же, открутили там болт либо гайку и сразу же, не посмотрев на установленную скорость, давай его до посинения, там эти болты и гайки уже просятся. Нет, вы его жмете. Тем самым растягиваете резьбы на болтах, растягиваете резьбы на гайках, на шпильках. И второе, вы тянете, растягиваете посадочные конуса у дисков. Тем самым вы все это дело портите, и не дай бог это может привести к плачевной ситуации. Поэтому открутить колесо откручиваем, зажимать колесо, берем комплектный ключ, либо динамометрический ключ и зажимаем от руки. Можно, конечно, с опытом набраться опыта, извиняюсь за тавтологию, но по-другому никак, и крутить на первой скорости даже мощным гайковертом. Но для этого надо опять же экспериментировать и сколько времени держать болтик, чтобы он закрутился. Ну, опять же, надо у кого-то взять динамометрический ключ, пару раз туда-сюда попробовал, и вы к этому, наверное, привыкнете. Но, опять же, не рекомендую рисковать людям без опыта. На этом, друзья, все. Вы все сами видели, сами все слышали. Ссылочка, как говорится, всегда в описании под видео найдете. На этом хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством. Всех вам благ, крепкого здоровья. И опять же, чтобы нас никогда не подводила техника. Ни инструмент, ни ваш, допустим, автомобиль. Все, пока. Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью.